Так, друзья, доброе утро. Мы сегодня в Эстремадуре. Это город Мерида. И сюда мы добрались на автомобиле. И хочу с вами поделиться небольшим мгновением, немножко пройтись по городу и показать вам утренний город. Вернее, не Мерида, Мерида, как правильно указывает ударение на всех знаках и на всех картах. Город — это столица Эстремадуры. Мы вообще были уже в Эстремадуре. Мы когда ездили в Португалию, проезжали этот регион, и нам в то время показалось, что это был очень жаркий регион, очень много оливковых деревьев, такие, как показалось, голые горы пустые, и много овец паслось. Сейчас мы ехали через Сьюдад-Реал, совершенно другая дорога, и мы увидели, нам показалось, что это совершенно другая Испания, потому что все было зелено. Кругом зеленая трава по пояс, очень много аистов, очень много растений, таких плодовых деревьев, таких как сливы, различные персики, черешня, вишня там и так далее. Очень много рисовых полей залитых, очень много болот мы проезжали, реки полноводные. То есть, Испания совершенно другая. Так что, друзья, кто не был в Эстремадуре, кто не был в Мериде, рекомендую посетить этот город. Это очень древний и старый город, основан римлянами в 1 веке. Всех въезжающих в этот город встречает император Август, наверное, да? Кто знает, пишите под видео. Друзья, и как обычно, не забывайте подписываться на наш канал и ставить лайки. Город находится от побережья почти 750 километров, то, что мы проехали. Дорога прекрасная, ехали мы часть по трассе, часть по региональным дорогам. И, в принципе, я бы сказал, что дорога прекрасная. Может быть, нет скоростных поездов сюда, нет аэропортов с прямыми рейсами из нашего региона. То есть все идет через Мадрид. Но в любом случае это место, тот, кто не представляет, или тот, кто представляет, что Испания находится в жаре и все время везде сухо, жарко и пляж, то совершенно нет. Вот мы сейчас гуляем по городу, температура градусов, наверное, 12-14, даже я бы сказал прохладно. И вот сейчас вам покажу некоторые виды древности, которые здесь я вижу. Смотрите, друзья, весь город, он весь поделен на такие археологические зоны. Кругом проходят раскопки. Мы остановились в центре города, в отеле. В отеле здание тоже 15 века. Вот этот отель, здание 15 века. Кругом ощущается такая древность. И вчера, гуляя, мы зашли в ресторанчик, у которого находится у арки. Может быть, сейчас я ее вам покажу. И там тоже мы увидели в самом ресторане, одна стена была именно той стеной, которая относилась к этой арке. Удивительная такая стена. Мы такую стену видели, наверное, в Лионе. Примерно такую. Конечно, здесь чувствуется, что это было построено очень давно. Видно, как укладывали вот эти вот блоки, подкладывали камешки. Видимо, был какой-то раствор. Сейчас ближе подойду. Все это дело ветер, вода вымывал. Камни остались. Но стена огромная и очень удивительная. Чем нравится Испания, что всегда можно почти в любом регионе, в любом городе можно увидеть, я уже много раз говорил, древность. Погулять, попредставлять, как здесь было все в прошлые времена, века. Вот такой интересный город. Дышится очень хорошо, воздух очень свежий. Люди, местные жители, многие ходят в таких в курточках тепленьких. Такое ощущение, что это не какой-то там песчаник, а сам настоящий гранит. И вот тут мы как раз можем увидеть
место, где проходят раскопки. Еще раз повторюсь, регион очень зеленый, очень много травы, пасутся буренки, коровки и очень много оливок, виноградные плантации. А мы идем вот к той знаменитой арке, которая в таком замечательном виде сохранилась. Ну, сейчас утро понедельника, народ только идет на работу. Бросается в глаза чистота и свежий, очень свежий воздух. Вот с утра прям вообще замечательно. Ну, тут идет какая-то реконструкция, видимо, ремонт. Это арка, называется арка Трояна. Вот так вот она выглядела. Ну и как в каждом регионе Испании, тут рассказывается, как ее строили. Строили ее, укладывая деревянные основания, и потом размещали гранитные блоки. Гранитные блоки никак не крепятся, лежат под собственным весом и создают вот такую вот конструкцию. Ну и также тут написано, что подойдя ближе, можно увидеть следы от ворот, от петель. Не знаю, сейчас посмотрим, где они находятся. Ну может быть вот эти вот точно, где крепились ворота. Ну и написано, что сама арка была облицована мрамором. И располагается она на одной из главных улиц с севера на юг. И была такой вот знаковой достопримечательностью еще со времен римлян. А вот это вот построено уже в 20-х годах. Пристройка. Центр города пешеходный, но для жителей центра и для тех, кто остановился в центре города на автомобиле, въезд здесь разрешен. Нам это сообщили в отеле. И мы, соответственно, на машине прям заехали до площади Испании, главной площади этого города. Вот в этом ресторанчике мы вчера ужинали. Прекрасный ресторан, рекомендую. Кухня просто замечательная. Такие улочки, явно где-то слышно школа, видимо, или детский сад. Детские голоса слышны. Ну и впереди открывается вид еще на очередное старинное здание. Город вообще очень интересный, наверное, с исторической точки зрения. Кто занимается археологией, историей, наверное, будет интересно погулять по этому городу, посмотреть так замечательно сохранившиеся здания. Ну и кто увлечен архитектурой, конечно, здесь может увидеть очень-очень много для себя интересного и полезного. Музей сейчас закрыт. Вот, как обычно, показываем вам время работы, кто сюда приедет. И обратите внимание, вход бесплатный. Как обычно, все интересные места, все музеи, все, что связано с образовательной деятельностью своего каждого региона, все это может получить доступ любой гражданин или турист бесплатно абсолютно. Конечно, в Мериде обязательно нужно попробовать хамон, потому что здесь мы проезжали
огромное количество дубов, все такие поля, желуди, и выращивают и свинок, и всего остального. Городу, как и в Севиле, такие вот декоративные апельсины, деревья. Это очень красиво. Город очень чистый. Туристов не особо много, в основном сами испанцы. Ну и только на подъезде в города сразу бросаются в глаза вот эти римские мосты, римские развалины, раскопки. Город с очень богатой историей. Вот прямо в центре города дом построен в 1897 году. Мы сейчас находимся на площади Испания. И все дома вокруг, куда не бросишь взгляд, мне очень-очень интересно. Это здание администрации, под ним находятся римские раскопки. Вот так они конструктивно решили сделать. Здание построили на таких вот колоннах. Ну а рядом находится мост и река. Ну и смотрите, какая замечательная река в Мериде. Это такая как протока, там еще шире. То есть достаточно полноводная. Но сейчас мы с местными жителями общались, и нам сказали, что сейчас вы видите все зеленое, а летом, конечно, это все будет желтым, высохшим, и все поля, которые мы проезжали, тоже будут все сухие. А это здание администрации, которое я только что вам показывал. Прям над римскими развалинами, раскопками. Ну вот мы выходим на эту реку. Река просто огромная, мост огромный. Конечно, регион, ну, совершенно с другой стороны мы узнали. Абсолютно зеленый, абсолютно насыщенный водными ресурсами. Видно, заканчивается город, начинаются зеленые луга. И действительно, как было написано на борту машины, исторически чистый испанский город. Вот такие вот реки, римский мост. Чем-то, может быть, даже похожий участок на Севилью, кто был, или Севилью по-испански. Ну, сейчас, весной, я думаю, он один из интереснейших мест, чтобы проехать, посмотреть, полюбоваться зеленой природой именно в Испании. Город очень интересный, на холмах, и видны вдали горы. Что, друзья, мы вам показали совершенно небольшой кусочек этого города. Специально не показываем все. Здесь еще есть римский огромный театр, но это мы оставим для вашей поездки, чтобы вы сами лично посмотрели и получили удовольствие от увиденного. Всем удачи, добра и позитива, как обычно. До новых встреч. Чао.